Доброе утро, 21 июня. Вчера уже ничего не дописывал, так как прогулка наша с ребенком не состоялась. У нее изменились планы, и гулять мы не пошли больше. Вот. Но кое-что интересное вчера произошло. Только я поужинал, где-то в начале 6-го, звонок мне приходит на мой новый немецкий номер. От кого? От куратора моего, вернее, от оператора джоб-центра. Я такой думаю, опа, интересно, наверное, есть какой-то результат по тому, что мой куратор с курсов писал же ей письмо вроде как с тем, чтобы дали мне курсы B2. Думаю, вот это сейчас она мне расскажет, дает, не дает. Ну, беру трубку, здрасте, говорит, а чего ты не явился на термин, который тебе присылали 17 числа в Ганновере? Типа было собрание по поводу курсов других там. Вот то, что я упоминал вчера, что девочки с моих теперешних курсов дали следующие на 9 месяцев театральные. Вот это приглашение. Я говорю, так я почитал о нем, как бы это вообще не мое, типа я же интроверт и как бы никакие там коллективные дела и прям вот это вот всякие театральные, тем более направления, это точно не мое. Она, понятно. Я говорю, так это ж, типа не обязательно, правильно? Она говорит, да, не обязательно, я просто, думаю, почему ты не поехал. Говорит, в принципе, ты мог бы и съездить, посмотреть вообще, как, что к чему. Я говорю, я же на эти курсы хожу, надо сознательно к этому относиться и кататься лишь бы куда, туда, куда мне точно не надо, я не захотел. Она, и то так. Короче, я говорю, ладно, а что по поводу того, что мой куратор написал вам письмо? Он говорит, не было никакого письма. Я говорю, как не было позавчера или там позапозавчера? Он мне пришел, объяснил эту ситуацию, все рассказал, что он посмотрел мое резюме, сказал, что мне нужно учить дальше язык и все такое. Она говорит, да, странно, мы же с тобой не так давно говорили и определили, что ты пойдешь туда. Я говорю, да, все так и есть. Рассказываю вам по факту. Я резюме написал, профориентационный тест прошел, он показал то, чем я всю жизнь занимался, торговля, вот это вот все. И вакансии есть интересные, но такие, что я бы, может, заинтересовался, но понимаю, что мой уровень языка недостаточный, плюс нет прав. То есть я четко оцениваю свои шансы и понимаю, что мне там, будут приходить одни отказы. Вот. Но, тем не менее, этот мой куратор ТД уж прочитал мое резюме, сказал, что мне надо идти дальше учить язык, что у меня есть шансы получить хорошую работу и что он свяжется. Я его не просил, ничего подобного, просто не могу же ему кричать, нет, давай не будем этого делать. Я так понимаю, он лучше знает, чем я. Она, говорит, ничего от меня, вернее, ничего у меня от него нету. Вот такие дела. Я говорю, ладно, хорошо, тогда посмотрим. И договорились до того, что я буду там дальше делать то, что мне на этих курсах говорят. То есть там искать практику или работу или что там. В общем, так. Я не стал ее там дальше что-то душить, там за эти свои там другие какие-то желания рассказывать. Там некоторые же мысли у меня появляются по поводу этого, тем не менее. Не буди лихо, пока тихо, того. Вот такие новости. Это я с утра вышел пройтись недолго. А вообще мы с ребенком этим моим собираемся пойти в 10 часов в Макдональдс. Она хочет чизбургер. Прям говорит, вообще не могу, хочу съесть чизбургер. Она ж сейчас ограничивает себя во всякой плохой еде и вообще от переедания хочет немного схуднуть. И она там полкилограммчика сбросила, наверное. Вот, и надо ж маленькую, награду теперь себе сделать. Вот это хочет чизбургер. Говорит, пошли, купишь мне чизбургер. Говорю, хорошо. Так что мы в 10 пойдем в Мак. Туда идти как раз хорошо. Нам туда-назад где-то 7 километров выйдет или что-то около того. Поэтому приятное с полезным будем совмещать. Так, я на 3-й прогулке. Последней на сегодня. В общем, утром тогда прошелся немножко, меньше 2 километров по делам.
Потом с ребенком сходили в МАК. Вышло у нас 8,5 километров. И вот теперь к ужину тоже планирую пройти, может, пяток. Значит, заодно для себя интересную тему раскрыл. Я слышал несколько раз о такой штуке, но все не хватало времени или забывал, в общем, поспрашивать у Капроновой головы, в чем там правда, скажем так. В общем, тема интересная, она касается захоронения трупов в Германии, ну, то есть умерших, вернее. Получается, я слышал неоднократно, что здесь практикуется аренда кладбищенских мест. То есть, если у тебя умер родственник, и ты хочешь его похоронить на кладбище, ты должен оплатить аренду на сколько-то там лет, а потом либо продлевать, либо убирать этот самый труп. Ну, если вдруг у тебя деньги закончились, ты не можешь платить дальше аренду, то это могила место могут занять под другого человека. В общем, ну, мне это казалось как-то странно, типа, как так? Как это возможно? Но, тем не менее, возможно, и эта практика не только немецкая, но и, в принципе, в целом, если так сказать, во всей Западной Европе практикуется. Но более, я так понимаю, строго и 100% в Германии. Причем немножко отличается в зависимости от земли. В некоторых землях это более строго, в некоторых менее, но в целом везде одинаково. И я думаю, еще отличается по стоимости, где-то больше, где-то меньше. Вот. Но как это выглядит? То есть урна с прахом после кремации всегда дешевле. Обходится аренда, как говорит GPT, от 1000 евро. Ну, за период, я так понимаю, 15 лет минимальный, да, какой он мне упоминал. И до... Сегодня суббота, люди грилят все. И до 7, по-моему, тысяч. Ну, наверное, может, за больший срок или в зависимости от крутизны кладбища, скажем так. Вот. Теперь по поводу могил полноценных. Там цены стартуют от 2000 и тоже идут, по-моему, до 10. Срок тоже бывает 15, 30 лет, 20, по-разному. Самый длительный, который мне попадался, это 99 лет, и это было то ли в Италии, то ли во Франции. Ну, как бы, да, дико нам немножечко звучит, как так. По поводу того, кому платятся эти деньги, по-разному. Бывают муниципальные предприятия, которые отвечают там за зеленые зоны, допустим, и так далее. Бывают коммерческие структуры непосредственно, которые занимаются только кладбищенской деятельностью, ну и так далее. Вот, например, то кладбище, которое у меня в дневничке есть, от 2 мая, кажется, видео. Я ходил на него в Ганновере. Парковое кладбище старинное. Вот оно в основном покрывается из муниципальных средств, и есть там новые самые участки, которые люди платят, но тоже платятся, я так понимаю, в казну Ганновера, это не коммерческой структуре. Ну, это не важно. Важно то, что все платят. Если ты не платишь, можешь потихонечку готовиться на выселение из могилки. Ну, скажем, так прописано в законе, как это на практике, не знаю, прецеденты я не просил мне искать, чтобы прям кого-то выкопали, но я предполагаю, что на каких-то основных кладбищах, таких самых заселенных, в кавычках, это может произойти. То есть вполне могут подселить кого-то. Обычно, как мне объяснил GPT, происходит так: если это урна с прахом, ее выкапывают и куда-то перезахоранивают, там либо, в общем, не знаю, может быть, ну да, скорее всего, ее не утилизируют, а захоранивают на каком-то не маркированном, не нумерованном участке и так далее, без имени, без фамилии. Вот. А на то место закапывают того, кто заплатил. Если же это гробовое захоронение, то туда просто
подселяют, скажем так. Твою табличку с именем убирают, а сверху прикапывают там с соблюдением всех дистанций и так далее, прикапывают нового жильца. В общем, да, катастрофа. Для нашей ментальности восточноевропейской это какая-то дичь. Ну, почему так произошло, да, мне стало интересно. Как бы я же слышал, что это только у немцев такие приколы, а получается нет. То есть общеевропейская традиция, и произошло из-за, в первую очередь, урбанизации, индустриализации, когда города резко увеличились по населению, были санитарные кризисы определенные, то есть кладбища были городские, не рассчитанные на такое количество умерших, и, соответственно, там был полный бардак. То есть кого-то эксгумировали, кого-то хоронили, кого-то доставали, захоранивали. В общем, в связи с этим там даже он мне упоминал какие-то указы Наполеона. То есть, да, это еще 1800 год какой-то, что он там регулирует как-то эту деятельность во Франции в то время. Вот. Ну и такая же движуха была, я там представляю, что в Лондоне творилось. Там, вообще, наверное. Ну, короче, да, корни этой традиции там. А потом, как обычно, это все было приправлено коммерческим как бы, желанием, да, людей заработать. То есть ввиду того, что бардак был на кладбищах старинных, которые были внутри городов, предприимчивые люди начинали, ну там и в Штатах в то время, и в Европе, в принципе, предприимчивые люди начинали делать захоронения за чертой города, там в Америке на неосвещенной земле, что-то такое. В Европе там не знаю насчет этого момента, потому что связка с церковью, она же никуда не делась, там надо было это все как-то им делать аккуратно и сообща. Вот, ну, как бы деньги решают все, я думаю, договорились. И такие вот кладбища, там как Пер-Лашез, допустим, это как раз вот с тех времен, и, я так понимаю, одно из первых, которое по такой схеме внедрялось. Ну вот так это все как-то работает. Когда я спросил у GPT, а что делать, допустим, если вот я помер и хочу, чтобы мой прах развеяли над морем, допустим, ну, вот я в Германии, да, гражданин Германии и все такое. Он говорит, нельзя, только нужно, чтобы, ну, во-первых, ты должен написать это в завещании, и потом муниципалитет рассмотрит, там, или ответственный орган, и, возможно, тебе как бы это разрешат, а может не разрешат. В некоторых землях, как, например, в Бремени, это можно сделать, то есть забрать урну и захоронить там где-то там на своей территории, там тоже при определенных, при соблюдении определенных условий. Вот. И еще в одной земле, не помню. Вот. А остальных нет. То есть ты можешь писать все что угодно в своем завещании, но никто тебе это не разрешит сделать. Вот такие пироги. В то же время в Штатах, допустим, это все менее строго. Забрать урну домой ты можешь спокойно, там, что хочешь, там, грубо говоря, с ней делай. Ну, в большинстве штатов, я так понимаю. Есть, конечно, которые ограничивают более строго, но в целом очень все лояльно. Там частная собственность земли, она как бы и не запрещает эти моменты тоже. То есть ты на своей земле, по идее, можешь делать все, что хочешь, в том числе и хоронить там себя или своих родственников. Вот. Здесь же не так. И более того, допустим, когда ты получаешь свидетельство о смерти, там как бы оно выдается тебе на руки, но саму урну эту или там гроб должен сертифицированный человечек или организация прям транспортировать, захоранивать и так далее. То есть никакой самодеятельности. Я, кстати, не знаю, как у нас в Украине, допустим, на постсоветском пространстве в целом это выглядит. Наверное, тоже же, конечно, все эти нормы есть. Единственное, что у нас как бы эти кладбища еще пока в основной массе бесплатны. Хотя GPT говорит, что начинают уже появляться и у нас там всякие арендные моменты на самых таких ходовых кладбищах, скажем так. Вот. Ну, в целом, конечно, прискорбно. Люди даже после смерти не могут собой располагать или там своими останками, да. Можешь завещать все что угодно, но пока денежку не заплатишь, никто тебя никуда не определит. Вот. Кстати, еще тоже, да, момент, когда если нету денег, что делать? Ты помер и так далее. Ну, тогда
родственники могут обратиться, если это в Германии, я имею в виду, в социаламт, и тебя как бы там за государственный бюджет захоронят как-нибудь, где-нибудь в непоименованной могиле, может там в лучшем случае какую-то мини-табличку поставят. Вот, ну, скорее всего, кремируют, чтобы меньше мороки с тобой было, и, соответственно, там в какое-то кремационное там поле, или как оно там называется, не помню, с этими урнами захоронят. То есть в лучшем случае напишут где-то пометочку в общем плане кладбища, что здесь покоится такой-то, такой-то. Ну, вот так это все выглядит, как бы для меня диковато. Я, конечно, понимаю, что это нормальная здесь норма и ничего в этом такого нету. Но удивительно. Просто мы к такому совершенно не привыкли. Не то, что я бы там ратую за какую-то святость захоронения и все такое там, и сохранность тела, ничего подобного. Я сам как бы такой, типа, не против, чтобы меня кремировали, нафиг где-то развеяли. У меня к этому пиетета никакого нету. Ну, интересно. Интересно мне здесь вот, это как коммерческий этот момент, это что-то с чем-то. Ну, с другой стороны, правильно, да, как бы кладбища здесь все ухоженные, красивые, там, не знаю, заботятся о них, конечно, вот тех, где я бываю, заботятся родственники. Может, где-то мельком я видел, что рабочий какой-то организации там что-то делал. Но, наверное, странно, да, люди и платят, и сами же там. Ну, хотя тоже я вижу таких людей, которые уже в возрасте, им там, да, где-то поковыряться, хоть в Клейнгардене, хоть на кладбище, короче, лишь бы не дома. Поэтому, в принципе, все понятно. Молодых людей, кстати, не припомню, чтобы они где-то по кладбищу шарились. Я же там часто бываю, вот возле меня кладбище недалеко, я после прогулок там бывает отдыхаю. Ну, такая вот история с этими захоронениями. Так что копим деньги, как говорится, гробовые. Именно как положено. Не то, что там бабулька где-то под матрас пихает, потом где-то на гробик. Тут надо еще хотя бы лет на 15 хватило тебе. Моя прогулка подходит к концу. Осталось меньше километра до дома. Хочу еще рассказать эпизод интересный. Когда мы с малой ходили в Мак, интересная штука произошла. Ну, она хотела чизбургер съесть и что-то попить взять. Короче, мы договорились так: чизбургер я ей оплачу, а попить уже типа за свой счет. Ну, в общем, пришли мы. Смотрит она меню, клацает туда-сюда. Напитки. Чизбургер 2,40 что-то. Это ж с меня, да? А напиток минимальнейший, который там ей нравится, это Липтон какой-то чай, который стоит стакан 250 грамм 2,79. Она такая: ого, типа ничего себе, как дорого. Я говорю: ну да, блин, слышишь, чизбургер как бы тоже там 2,40. Для меня это, блин, бешеные бабки за такую гадость. А напиток так тем более. И она такая: блин, дорого, типа не хочу. Я говорю: слушай, видишь, вон напротив магазин есть, называется Яволь. Ну, до него там меньше 50 метров. Я говорю: там по-любому есть напитки. Я говорю: бери свой чизбургер, покушаешь его, а потом пойдем туда и посмотрим, что там по напиткам. Может, ты возьмешь какой-нибудь прикольный напиток, заодно посмотришь, что за магазин, она там никогда не была. И типа еще денег сэкономишь. Она такая: ну давай. В общем, взяли мы этот чизбургер, пошли в Яволь. И там она купила Липтон чай этот по акции сейчас. Литр 25 за 99 центов. Ну, плюс бутылка, четвертак, который возвращается. Ну, в общем, идем мы домой, она пьет его и говорит: слышь, бать, прикинь, это же, говорит, бутылка в 5 раз больше, чем тот стакан. А по деньгам, говорит, этот стакан в Яволе мы купили, грубо говоря, за 20 центов. А там он стоит 2,80 почти. Типа это же, говорит, в сколько раз, типа, больше, там минимум в 13 раз больше.
Я такой говорю, ну да. Она, вот это да, типа, ну, говорит, ты довольна, что ты, типа, сэкономила денег? Ну да, говорит, в принципе, нормально. Единственное, говорит, там был бы холодный, а тут, типа, ну, такой он комнатный, короче, не то чтобы горячий, но не сильно и холодный. Так что, такие минутки экономии у нас. Но она сама, главное, посчитала, и интересно стало, сколько она там сэкономила. Так что, как говорится, может, с нее будут миллионер какой-нибудь вырастет. Ладно, все на сегодня.